Вот у меня на участке получается 6 егерей, один охотовед по вольеру. Но он занимается вольером, вот где пятнистые олени. Вот, и такой вот работы тоже где-то кого-то подменить, либо охоту организовать, либо волков посмотреть. Сейчас самый сезон. Ну, помимо документов, то, что там заполнение для всяких там лесных деклараций, там по всяким там по использованию лесов, по освоению лесов, по защите лесов. Вот, еще Минприроды требует свои там бумажки. В общем, бумаг много. Те же самые зимние маршрутные учеты надо делать. Вот, потом их обработать. Ну, их надо еще и грамотно сделать, обработать, потом сдать в Министерство природных ресурсов. Получить за это квоты на отстрел животных. И тогда, чтобы на следующий год уже можно было охотиться. То есть все это делается зимой, чтобы потом по осени, начиная там на реву, или как с кабанами, начиная с июня, вот, можно было начинать охотиться. Ну, с охотниками, соответственно. То есть 60 типа процентов зверя мы все-таки добываем дикого. Вольерная охота, она больше, наверное, для начинающего охотника, ну, это в моем понимании. То есть, ну, как бы тоже интересно, но не особо. Вот, все-таки больше интереснее на дикого зверя. То есть дикий зверь, он как-то, вот опять же, если мы берем оленя, то есть, то охота на реву, то есть в диких условиях намного интереснее, чем в вольере. Там ранение не всегда по месту у молодого охотника. Да. Вот, и поэтому зачастую охота происходит, ну, в вольере, как бы так сказать. То есть и получается меньше подранков, ну, по крайней мере, его и добрать легче. То есть в самом вольере. Поэтому как бы отлавливаем и перевозим в вольер для начинающих охотников. Вот непосредственно то подготовка к этой охоте, она идет в течение всего года. То есть начиная с весны, когда появляются маленькие, потом летом выкармливают маленьких. В это время мы сажаем поля кормовые, которые, то есть, дают возможность, скажем так, вот у нас конкретно кабан и олень. То есть он выходит на овсяные поля, вот, и кормится. Осень и зима, то есть это самый короткий срок, когда вот охота, то есть она длится, то есть, грубо говоря, с августа начинает там на реву, вот, и заканчивается где-то в начале января. То есть получается у нас август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, то есть всего 5 месяцев. Все остальное время, то есть это биотехнические мероприятия, это охрана, это корма, завозка кормов, приобретение кормов, выращивание этих кормов. Вот. И поэтому, то есть, само время охоты, то есть оно не весь год идет, а, то есть часть какую-то минимальную, то есть, а все остальное время это все подготовка, чтобы у тебя этот зверь выжил, чтобы он был, чтобы по осени и зимой можно было на кого-то охотиться. Вот, опять же, то есть многолетняя вот эта вот охрана охотничьего хозяйства, вот, оно в принципе дает свои, то есть, результаты. То есть это хозяйство существует там с 70-х, 80-х годов. Вот, и раньше браконьерства было очень много. Вот, но из-за охраны, там из-за профессионалов, которые здесь работали, охотоведы и так далее, вот, и численность, она с каждым годом она увеличилась. Плюс вот это вот вольерное содержание, то есть оно не только для охоты, но и для того, чтобы выпускать животных в дикую природу. То есть там ежегодно, то есть охотничье хозяйство озерное, то есть оно выпускает животных в дикую природу, через какое-то время они становятся дикими, и то есть они распространяются по всей территории
Ну, не только охотничье хозяйство, но и за пределы оно выходит, животные эти. Вот. И получается, численность возрастает. То есть есть хозяин, то есть есть мероприятия, которые поддерживают там и охрану, и педитехнические, и контроль, и все. То есть разумный подход дает как бы увеличение численности этого соответственно. Техника, начиная от квадроциклов, снегоходов, болотоходов, триколов, заканчивая зилами, с арочными колесами, которые дают более проходимость, так как у нас места такие болотистые, вот, и сложно по ним ходить, ну, не говоря, чтобы ездить. Вот, есть Уралы, вот, техника, в принципе, все оснащено, то есть никаких вопросов нету, чтобы добраться в какой-то даже самый отдаленный участок. Вот. У каждого егеря есть свой определенный участок, за который он отвечает. В среднем где-то по 4 подкормочных площадки, на которой имеется сама избушка для охоты, ловушка для кабана, живоловушка, вот, сама площадка, ларь с кормами. То есть это все есть у каждого егеря. Сейчас вот егерь в другом месте, поэтому тут немножко покайфовать, так, ну, походить, покормить, там, посмотреть, ага, вон кабаны поскакали, там, вон синички кормятся. То есть и вот все эти птички, вот они на площадке, на подкормочные заходят, чтобы, ну, как раз не умереть с голоду. Здесь потому что всегда есть корм.